Ну и, соответственно, сборка в обратном порядке происходит. У нас ствол, казенная часть, как и обычно, с входной фаской, с такой по 30 градусов большой. И ствольная фаска маленькая, такие четко видно наряд. Не перепутайте. И как вариант еще, смотрите, у нас здесь резьбы 20 мм на казенной части, а на дульной части 15-17 мм. Она чуть-чуть покороче. Закручивайте в казну. Просто от руки, не надо не тянуть сильно ничего. Одеваете в кожух. Совмещаете казенник с прорезью в кожухе. И накручиваете гайку. Затянули. Переворачиваете флажок на ключе. Все. То есть верхний блок собрали. Сборка в обратном порядке. Очень простая. Берем пружину. Сначала надо собрать вот это. Кожух. То есть он просто соединяется. Прямо вот так вот руками выставляете. И он вполне достаточно, чтобы соединить. Затянули. То есть вот у нас она собрана. Значит, берете пружину. Вот у нас здесь место для пружины. Вставляете ее. Вот она встала. И просто заводите. Завели. Все. Теперь уже никуда не денется. И теперь направляющий. Все. Вот этот блок собран. Кожух можно сейчас на него надеть, можно, когда он уже будет на пистолете. Мне, например, удобно делать это на пистолете. Поэтому пока сейчас в сторону его откладываю. Значит, теперь, каким образом собираем дальше? Как я уже сказал, вот у нас есть здесь штифт и вот ответная часть, направляющая для этого штифта. Соответственно, мы заводим затвор в казенник, заводим направляющую в этот штифт, вот, да, и до конца его туда задвигаем. Все, у нас блок собран. Теперь мы можем, если мы поставим на рукоятку, у нас один винт крепится. То есть вот у нас, смотрите, на рукоятке два винта креплены. Раз, два. Соответственно, вот этот винт крепится сюда, а вот этот винт крепится вот сюда. То есть мы можем собрать только тогда, когда у нас будет резервуар. Сборка в обратной последовательности. Ставим клапан. Надеваем стаканчик. Все от руки. Накручиваем редуктор. То есть у нас получается 3 резинки. Раз, два, три. Проверяйте, что они были нормальные. Они должны быть смазаны силиконовой смазкой. Здесь настройка редуктора. Значит, редуктор настраивается дюзой, но если у вас нет стенда, нет туда смысла лезть. Значит, вот это вот стопор редуктора. Обратите внимание, что это слева редуктор. То есть у нас сама дюза крутится правая резьба по часовой стрелке, а стопор крутится в другую сторону. Сделано это для того, чтобы если стопор у нас сделан с такой же резьбой, как и дюза, то при зажиме у нас есть шанс, что дюза будет провернута. Здесь такое. Ну и, соответственно, собираете. Обратите внимание, если вы не знаете, с какого конца собирать резервуар, вот здесь у вас есть отверстие для сообщения редукторной полости, пружинной полости редуктора с атмосферой. Его можете промерить. То есть вот это отверстие должно стоять посередине между двумя резинками редуктора. Здесь и здесь. Поэтому если вы соберете вот так, что тоже возможно, у вас здесь будет дырка ничем не закрыта, соответственно, воздух будет выходить. Значит, вот
находите отверстие, проверяете. Здесь, значит, это для задней пробки. Закручиваете. И, соответственно, переднюю пробку. Закручивается без ключа. Просто ключ нужно будет шпассировать немножко. Закисло. Резервуар собран. Сейчас мы его накачаем и начнем собирать дальше пистолет. Мы собрали резервуар, теперь его нужно накачать. Для того, чтобы накачать резервуар, можно использовать либо насос высокого давления. Я, откровенно говоря, их не люблю, потому что там проблемы с осушением воздуха. Я предпочитаю все-таки работать с баллоном. Баллон высокого давления, стандартный размер 6,8 литров, рабочее давление 300 бар. И я использую свои заправочные станции, которые очень простые в применении, надежные, очень легкий такой конструктив. То есть у нас стоит из двух частей, уплотнительная резинка, штуцер заправочный. Вкручиваете его в баллон. Кстати, например, если у вас есть проблемы какие-то со шлангом или еще с чем-то, вы можете заправить ваше изделие непосредственно с этого штуцера. Единственное, что нужно будет сделать, после того, как вентиль закроете, просто его сдернуть. Это не очень хорошо, можно повредить резинку, но в случае экстренной заправки совершенно спокойно работает. А так, одевается любым концом, вращается в любом положении. Соответственно, мы вставляем заправочный штуцер сюда. Проверяем, что у нас станция, вот это сброс воздуха, что он закрыт. Открываем баллон. Резервуар становится теплым. То есть заправка пошла. Я его заправляю, сколько есть баллон. Так как пожарники ленятся, в баллонах обычно там 240-260. Заправили, закрыли вентиль и открыли спуск. Вот этим колесиком вы спускаете воздух вот с этой магистрали, чтобы освободить заправочный штуцер. Спустили и закрутите сразу, чтобы в следующий раз не забыть. Просто штуцер вытащим. Вот резервуар накачан. Включай сейчас. Сейчас будем собирать верхний блок, то есть поставим резервуар на верхний блок. Я вытащу затворную группу, мы ее потом поставим, чтобы он не мешал. Значит, помним, да, о том, что у нас здесь должен быть специально обученный продать. Расположен между вентилями. Не забываем резинку перепуска. Потом накладываем отверстие под резинку перепуска на задней пробке сюда. Совмещаем. Совместили. Вставляем винты. 4 винта. Убираем слабину. И затягиваем крест-накрест, без фанатизма. Затянули. Затянули. И затянули. Затянули. Все. Передний блок у нас собран. Вставляем затвор. И одеваем кожух. Надеваем общий. И теперь у нас две шпильки. Шпильки у нас имеют с одной стороны заходной конус, с другой плоскую часть. Заходным конусом вставляем отверстие. Одно, второе. Наш любимый инструмент. Раз.
Все, у нас верхний блок собран, готов к установке. Как видите, ничего сложного. Ну и сборка корпуса. Все подготовили. Обратили внимание, что у нас здесь есть ответные части. Собираем, ставим, совмещаем. Предохранитель. Все совмещаем, затягиваем винт. Ставим поджим. Один винт. Просто наживили, вернули. Затягиваем. Ну, соответственно, точно так же ставим. Забиваем ось до конца. Все, у нас корпус. Теперь мы можем ставить его на... Вот так вот наставляем. Двигаем вперед, держим рукой. Ставим винт. Или делаем проще, взводим, чтобы у нас не убегал. Ставим. Наживляем. Одну. Вторую. Переворачиваем. Наживляем. Одну. Вторую. Затягиваем. Без фанатизма. Ставим рукоятку. Фиксируем. Модератор. Не забываем, что у нас заведен пистолет. Все. Как видите, конструкция простая, надежная, очень спокойно разбирается, собирается, то есть вы совершенно спокойно можете его обслуживать сами. Точный, надежный, удобный в эксплуатации, в обслуживании. Я очень люблю. Спасибо.